Всем добрый вечер. Итак, мы начинаем наш эфир. Сегодня будем говорить о браке, кармическом браке, семейных отношениях. Да, здравствуй, добрый вечер. Дайте знать, если меня слышно, видно. У нас также идет трансляция на YouTube, поэтому я буду периодически смотреть. Спасибо большое за реакции. И на самом деле этот эфир, он получился даже немножко спонтанно, потому что он созрел из ваших вопросов. Я собрала те вопросы, которые вы задавали насчет отношений за вот это небольшое время, и решила обсудить эти самые насущие вопросы, которые вас интересуют, которые меня также интересуют. Каждый день я с этим сталкиваюсь как женщина, девушка, как астролог. И, в принципе, вопросы семьи, отношений, они самые обсуждаемые в мире и, соответственно, на вот астрологических консультациях в том числе. Так или иначе, происходят ли там события у человека именно в этой сфере в данный момент. Если они происходят, конечно же, это фокус, это приоритет, мы именно их разбираем. Но даже если там ничего не происходит, да, вроде бы все гладко, но все равно есть вопросы. Мой ли это человек, правильно ли то, что мы с ним вместе, подходим ли мы ему, а есть ли он моим кармическим партнером, ну и так далее, да, начинаются такие вопросы, любопытство, любознательность проявляется, вот, поэтому на это все я сегодня и буду отвечать. И для того, чтобы, скажем, развить эту тему и, в принципе, рассказать, что же такое кармические отношения, как они проявляются, для этого нам нужно будет сделать небольшое интро и, в принципе, поговорить о каких-то вещах, которые будут служить для нас фундаментом, для того, чтобы мы могли ответить на эти вопросы. Так как я занимаюсь ведической астрологией, она основана полностью на ведических знаниях или ведах. Это такие священные писания, которым тысячи лет, и которые несут в себе все знания мира обо всем, что происходит во всех сферах. И можно представить, что это как Вселенская библиотека знаний. Но она зашифрована, она написана не в самой простой и доступной форме. Нужно иметь определенные, скажем, способности, да, и намерение, терпение, чтобы понять, что именно там сокрыто. Но в наше время очень много есть, скажем, просветителей, деятелей, которые рассказывают нам, современным людям, на современном языке, что же за знания есть в этих писаниях, как мы их можем использовать. И именно считается, что из этих ведических знаний на их основе и были созданы, да, произошли все религии нашего мира. Они имеют в себе те правила и устои, которые, скажем, есть в ведических знаниях, но они были в какой-то мере исковерканы для удобства той системы, в которую они попали, ну и, конечно же, для определенного контроля. Нам часто говорят, да, рассказывают то, что есть Бог, и когда мы уходим из жизни, и существует некий судный день, когда нам выносят вердикт, да, куда мы отправляемся, в рай или в ад. И на самом деле это самое, наверное, примитивное объяснение того, как устроены мы или наш мир. И говоря, что есть кто-то, нечто, что нас может судить, у нас отнимают таким образом свободу выбора, нашу силу, которая есть в нас, и независимость. Вопрос почему? Потому что, согласно Ведам, человек — это лишь тело, в котором временно проживает душа, которая является частичкой Бога, и все, что с ней происходит, она сама выбирает для себя, создает сама. И вы можете представить, да, как можно управлять страной, обществом, когда каждый человек осознает и имеет понимание, то, что он является некой силой, некой энергией, то, что в нем заложен какой-то потенциал, будет невозможно
каким человеком управлять, контролировать. Поэтому были созданы определенные инструменты, которые, скажем, отводят нас, вместо того, чтобы приближать нас к своей сути и природе, они отводят нас от этой истинной природы. И это одно из причин, почему мы, наши души, теряемся, мы не можем вспомнить, кто мы, с какой задачей пришли, и, скажем, влипаем в эту матрицу, создавая новые кармические узлы и связи. И для того, чтобы объяснить, да, что такое кармические отношения, важно сначала проговорить, что такое кармический узел, что это за понятие. По большому счету считается, что это некая энергетическая связь с другим человеком, которая отягощена каким-то негативным или непройденным совместным жизненным опытом. И приведу такой пример, кратко, но мне кажется, он очень понятный, и вот он буквально случился вчера в одном из погружений через регрессивную терапию. Звездная душа воплотилась на Земле и попала еще в такие первобытные времена, когда жили, существовали племена, да, то есть была такая базовая община, племя, и в то время люди для того, чтобы выжить, продолжить свою эволюцию, они ели животных. Но, в принципе, как бы многое не изменилось, это до сих пор есть и в этом мире, да. Но вот эта самая звездная душа, которая была в теле маленькой девочки, у нее были определенные способности, дар, и она могла телепатически общаться с животными. То есть она с ними общалась на таком же уровне, как она общалась со своими сородичами. Она вообще не видела никакого отличия. И то, что когда она видела тот опыт, когда люди убивают животных, что они потом их едят, для нее это было настолько сильно травмой, настолько она среагировала на это очень эмоционально, да, то есть произошел определенный заряд, вышли эмоции, что тогда завязался ее первый кармический узел, и она снова и снова начинала воплощаться в этом мире. А суть, чтобы эти самые узлы развязать и освободиться. И тогда получается, что душа, которая пришла из другой планеты, скажем так, да, она не могла понять, на ее планете такого не существовало, там никто никого не ел. И для нее это было дикостью. А для этого времени, для этого народа это было нормой и единственным способом для их выживания, для их эволюции. И вот здесь произошла нестыковка, да, то есть она не смогла принять то, что есть как бы данностью этого опыта, она не смогла его увидеть, и так она, скажем, здесь и застряла, когда этот узел завязался. И вообще это огромная, да, исследовательская тема, с которой я работаю, сталкиваюсь, мне это очень интересно, ответить на вопросы, кто мы, откуда мы сюда пришли, что мы хотим получить. И, скажем, этим исследованием, да, я и занимаюсь через регрессии. Именно благодаря этим сессиям изучаю, как устроен мир, души, какие есть другие миры, вселенные, структуры, как происходят эти самые связи, да, что нас связывает, как это все устроено, увидеть эту вот структуру, архитектуру. И как показывает опыт, попасть на Землю в разы легче, чем выйти из нее. И самыми сильными узлами, скажем, считаются именно брачные, которые создаются в отношениях, в семьях, когда мы не проходим определенные совместные опыты. Отсюда и понятие кармический брак, то есть это союз двух душ, которые воплотились вместе и не прошли уроки и снова встретились, чтобы их пройти. Возможно, это еще и то, что эти души имеют опыт, который может помочь другому для прохождения его опыта. А этой душе важно выполнить свою миссию, с которой она и воплотилась. Это такой равноправный обмен энергиями, опытом.
То есть разные вариации, но суть от этого не меняется. Каждый дает другому определенный опыт. И эта самая связь, этот самый узел дается для прохождения. Обычно это какой-то важный или сложный урок. Именно в отношениях это дается как мощный ресурс для развития нашей души, для нашего опыта. Но очень часто у нас такое немножечко искаженное понятие о том, что такое счастливый брак или отношения, или семья. Мы все любим сказки, мы все их смотрели, читали в детстве. И особенно нам, женщинам, девушкам, кажется, что это всегда должно быть как-то идеально. Как в сказке или в каком-нибудь сериале про любовь, да, где все только хорошо. Главное встретить того самого человека и потом жить с ним долго и счастливо. Но если мы подумаем, нам сказка на этом заканчивается, правда? Нам никто не показывает, как они потом дальше живут. Можно сказать, что то, как они дальше живут, это и есть это самое прохождение уроков, эти опыты. И очень часто, потому что нам больно, мы запутались, потерялись, мы не решаемся туда пойти, погрузиться. И иногда так год за годом, иногда это жизнь за жизнью, мы не можем пройти одни и те же уроки. И остаемся с нерешенной ситуацией или непроработанными отношениями. И потом судьба снова нас связывает. Это могут быть одни и те же люди, души, могут быть и другие. Связывают в следующем воплощении для того, чтобы все-таки завершить то, что они начали, простить и отпустить. И часто задача одного, если мы говорим про более такие легкие опыты, но они разного порядка здесь, все может быть. Часто задача одного — это научиться что-то давать или учить другого, например, состраданию, любви, заботе, поддержке. А задача другого — научиться это принимать. И как некоторые из признаков кармических узлов, я назову лишь некоторые, их может быть и больше, но это такие основные. Я думаю, что если вы их услышите, вы сможете, скажем, понять, существуют ли они у вас, увидеть их в своих отношениях. И это могут быть эмоционально перегруженные отношения, из которых вы не можете найти выход, или как отношения, или ситуации в этих отношениях. В принципе, постоянная какая-то напряженность с партнером. Это может быть давать беспричинные негативные чувства к этому человеку. То есть он у вас может, он ничего не сделал, но просто его нахождение рядом с вами вызывает у вас полную палитру чувств, да? Раздражение, неприязнь, страх, что-то из такого порядка, то есть что-то вас там задевает. Это может быть предвзятое отношение к человеку, то есть он вроде тоже ничего не сделал, ничего в нем такого ужасного нету, но все равно не идеален, не так, как мы хотим, мы начинаем придираться. Это могут быть странные, непредсказуемые отношения и поведение внутри этого союза, ощущение замкнутого круга в отношениях. Дайте знать, кстати, если вы заметили в своей жизни то, что ситуации повторяются из отношений в отношения, как будто бы ты ходишь по кругу, то есть ты видишь, что привлекаешь или похожих людей, или похожие ситуации. Это я вижу, что это случается очень часто. И у меня это тоже было до определенного момента, пока я наконец-то не увидела этот самый круг и даже говорила, что я это и вижу. Но понадобилось и время, и немножко знаний, чтобы это понять. Также это какая-то болезненная привязанность к человеку, к другому, к партнеру, зависимость от него даже в какой-то мере. Повтор похожих ситуаций в отношениях. И говоря о вторых половинках, был вопрос, существуют ли вторые половинки. И здесь, нужно как-то описать, что такое половинка. И здесь я хотела бы рассказать, что такое душа, и потом продолжить о половинках. Если так кратко просто описать, что я подразумеваю, когда я говорю душа, что имею в виду. Описание, которое
есть, например, в той же Википедии, в принципе, часть его достаточно точна, я с ней согласна, то, что это бессмертная субстанция, нематериальная сущность, в которой выражена божественная природа и сущность человека. А в другом ресурсе я увидела интересную цитату, которой я тоже хочу поделиться. Там сказано, что душа занимает центральное место в личности человеческого существа. И цитата звучит следующим образом. «Вы не владеете душой, вы и есть душа. Вы владеете телом». То есть, иными словами, это не тело формирует вашу личность, а душа. И, в принципе, слово «душа», оно часто упоминается в различных религиях, в трактатах, в Библии, особенно вот в контексте ценности человеческой жизни, личности, в смысле, в принципе, человека. То есть это неразделимое понятие, когда мы говорим о человеке. И понятие «душа», оно отличается от понятия сердца, духа или разума. И душа может быть сильной, слабой, спасенной, потерянной, то есть там тоже разные есть и иерархии, и категории, и опыты, которые наработала эта душа. Существуют ли вторые половинки? Веды, изначально ведические знания говорят нам, что душа самобытна, она полноценна. То есть в ней уже изначально существуют две полярности, мужское и женское. Это как Шива, Шакти, да, или Инь-Янь. То есть это все есть, все эти качества в душе. И мы есть изначально полноценны, не половинка чего-то. То есть у нас нет задачи найти кого-то для того, чтобы тот нас дополнил или чтобы мы стали целым. Это немножко не так. Но у нас возникает такое понимание вещей, когда вот мы встречаем, да, свою любовь, своего партнера, мужа, жену, и видя в нем то, что нам нужно, нам кажется, что он нас дополняет, и что вот он является, да, моей половинкой. На самом деле, если мы пойдем вглубь, то мы можем заметить, что происходит узнавание человека на уровне души. В этот момент, это может случиться сразу при встрече или через какое-то короткое время, где идет узнавание, это может быть как искра в глазах, да, или пробежало какое-то электричество, какая-то химия, что-то, какая-то вибрация, энергия в теле, это как-то ощутилось. И таким образом душа узнает другую душу, да, они находят друг друга и вспоминает, как бы понимает на подсознании, опять же, это не очевидные вещи, что вот именно там она выбрала именно этого человека, чтобы пройти с ним опыт на Земле. Поэтому на вопрос, существуют ли вторые половинки, он изначально как бы неправильно, да, сформулирован, потому что нет понятия неполноценности или того, что нам нужен другой человек, чтобы нас дополнить. Но почему нам нужен другой человек и почему семья, отношения играют такую ключевую роль, об этом вот я сейчас расскажу тоже. В ведической философии вот значение семьи, отношений, вся философия основывается на том, что у человека есть два пути для развития. Два. Не 3, не 4, не 10. Два основных, с которого как бы складывается его дальнейший путь. Первое — это служение Богу через практику. Духовную практику — это когда человек уходит в монастырь, храм. В Индии, например, это очень до сих пор распространено. Вы можете это наблюдать, что те дети, которые рождаются в семье у брамина, они также идут по стопам своего отца. То есть они также начинают служить в этом храме и служить так Богу. И они берут определенный обет, целомудрие, то есть у них нет отношений, у них нет, скажем, мирских таких удовольствий, которые есть у других, кто выбрал другой путь. И этот самый другой путь — это как раз через отношения, через семью. То есть, выбирая, да, идя в паре с другим человеком, мы служим Богу. Это через жену, мужа, наших детей. И на эту тему я советую очень почитать, или ведические знания,
или тех, кто о них рассказывает, например, лекции Олега Геннадьевича Турсунова. Я очень много их слушала в свое время и до сих пор слушаю на те темы, которые вот интересуют, которые я исследую. Все его знания, вся его философия, она основана именно на ведических знаниях. И для того, чтобы, скажем, какой бы путь мы ни выбрали, их два, как бы это ни звучало, я думаю, большинству хочется больше вариантов, но если мы будем это рассматривать и исследовать, возможно, многие из вас с этим согласятся, к этому тоже придут, что на самом деле вариантов не так много. Но и там мы должны развивать определенные качества характера в себе. Что это за качества? Я назову 4 таких основных, фундаментальных, скажем, да, базовых, которые важно понимать и развивать. Те из вас, кто находится в отношениях, кто в браке, кто ищет еще свою душу, да, для прохождения совместного опыта, вы тоже можете эти качества в себе развивать, и это только будет, скажем, вам плюсом, и вы будете иметь хорошую основу для построения крепких отношений и быстрее придете к опыту, к результатам. Первое — это сострадание. Сострадание — это принятие человека таким, какой он есть. И это помощь ему из состояния любви и принятия. То есть это способность не только чувствовать боль другого человека, но и оказывать ему какую-либо помощь в том, чтобы избавиться от нее или уменьшить. И здесь как бы в основе, да, сострадания оно лежит в принципе ко всему живому, что существует, потому что если нельзя только любить одного человека, то есть здесь смысл в том, чтобы развивать это сострадание ко всему живому, что есть вокруг вас, чтобы оно было на самом деле искренним, да. И сострадание — это, опять же, в каждом из этих пунктов вы будете наблюдать, что это про то, чтобы принимать человека таким, какой он есть, не пытаться его изменить, сделать что-то из него, что вы хотите, или как вы представляли этого самого принца, каким он должен был быть, или принцессу, если меня смотрят мужчины. Да, это понимание того, что вот нужно принять таким, какой он пришел. Но определенно вы будете видеть те качества в этом человеке, которые вам откликаются, которые для вас важны. И мы об этом тоже поговорим, как люди выбирают себе пару, на каких качествах, да, или принципах это основывается через астрологию. Я об этом немножко позже скажу. Следующее качество — это бескорыстие. И оно заключается в том, чтобы не привязываться к тому, кем будет этот человек. Это когда у вас появляется ребенок, и, допустим, вы всегда хотели, я не знаю, стать певицей, ну, скажем так, да, но вы не реализовались в этом, выбрали другой путь, но вот этот вот талант, это желание осталось недоделанным, то есть вы его не воплотили. Тут у вас появляется ребенок, возможно, вы видите, что в нем есть какой-то дар, навык или его нет, но вы через него пытаетесь реализовать это самое качество, да, чтобы он выбрал именно этот путь. И привязываетесь к тому, что вот мой ребенок должен стать там певцом, или адвокатом, или президентом, ну, кем угодно. То есть тем самым вот эта корысть — это отсутствие свободы выбора для человека. И это, опять же, про принятие такого человека, какой он есть, не требуя от него быть каким-то, разрешать ему идти по своему пути, по своему уникальному пути, который есть у каждого человека, а не по тому пути, по которому бы вам хотелось, чтобы он пошел. Третье качество — терпение. И здесь в современном мире его очень, очень не хватает, потому что все происходит очень быстро, все очень меняется, и нам кажется, что и человек должен взять и измениться молниеносно, да, изменить свои взгляды, изменить там что-то в своем характере, в мировоззрении. И тут важно понимать, что, во-первых, изменения не происходят быстро. Некоторые изменения, они
происходят в течение жизни, и вообще не факт, что они произойдут, потому что это уже сформировалось, это качество характера в течение многих прошлых жизней. Это уже нечто сформированное, то есть сознание находится, характер в определенных рамках. И если вы видите, что вы не можете изменить какие-то качества, да, в характере человека, как-то на него повлиять, тогда следует просто прекратить свои усилия, давить на него и учиться принятию, принимать человека таким, какой он есть, не портя с ним отношения, не требуя от него ничего. Опять же, принимать то, что нет пока в нем этого навыка, нет пока в нем этого качества. Принимаю, люблю, уважаю. И крайнее, да, но не последнее, это 4-е качество, которое я выделила, это гордость и эго. И даже не знаю, что здесь важнее, чего нам не хватает. Вернее, этого у нас как раз и в избытке в современном мире. И это такая самая, наверное, главная причина разрушения именно отношений, семей, брака в том, что мы позволяем эго полностью контролировать нас, наши события, наш опыт. Мы не идем в глубину, мы остаемся на каком-то определенном, да, материальном внешнем уровне. И эго эго это нечто, что требует постоянного развития, постоянной пищи. Когда мы начинаем его кормить, если это, скажем, не самая качественная пища, тогда аппетиты увеличиваются. И тогда мы полностью попадаем под его власть. И здесь помогает с этим практика, духовные практики. Это могут быть и наставники, это могут быть различные философии, да, трактаты, которые будут раскрывать, или опыты, которые будут раскрывать для вас. Вы будете видеть, как проявляется ваше эго, ваша гордость. На самом деле у гордости очень много лиц, и я тоже об этом хочу как-нибудь рассказать. Но это еще про то, что мы сейчас в современном мире не знаем, как себя вести с мужчинами, то есть мы не знаем нашу роль как женщины. Мы часто, очень часто я встречаю то, что женщина лидер в семье, как говорят, да, носит штаны, потому что не можем переключиться. Современный мир сейчас таков, что у нас есть амбиции, мы хотим реализоваться в карьере, быть независимыми, зарабатывать, путешествовать, иметь все материальные блага. И мы не умеем вовремя переключиться, когда мы на работе, леди босс, и когда мы дома. И тоже здесь нет определенного, да, образования, знания на эту тему, что такое мужчина, что такое женщина, и как эти энергии взаимодействуют друг с другом. Поэтому здесь нужно женщине, например, и это тоже гордыня, это тоже одно из ее проявлений. И если женщина хочет что-то изменить в своем мужчине, или она видит, что он, допустим, поступает, не туда мы идем, да, вместо того, чтобы сказать там, я не знаю, ты дурак или глупый, да, с таким вот предъявлением, можно через женскую позицию, через позицию мудрости, нежности, вот этой текучести сказать: дорогой, вот как ты думаешь, в этой ситуации мы точно правильно делаем? Или еще есть какие-то варианты? И любой мужчина будет прислушиваться к своей женщине. Здесь просто важно найти правильную позицию, с которой вы можете, да, быть советчиком, не лидером. Важно его уважать и быть лидером, но таким, как за спиной все-таки у мужа. И учиться вот этому балансу энергии. Я уже об этом рассказывала, есть видео про чакры, как работают энергии. Это все, опять же, к этому мы возвращаемся, да, есть 7 основных чакр, часть из них мужские, часть из них женских. Когда мы соединяемся, у нас происходит энергообмен. И это вот как раз-таки про это, то, что мужчина всегда остается так задумано природой, Богом, Высшим, чтобы мужчина был лидером, потому что он лидер вне семьи, он добытчик, да, он добывает эти ресурсы. Женщина внутри семьи лидер,
но через немножко другие качества она создает тот самый домашний очаг, семейность, комфорт, который именно и нужен мужчине, да. И говоря о том, как мы выбираем партнеров с астрологической точки зрения, у нас в карте существует первый и седьмой дом. Первый дом — это я как личность, это прям основа нашего гороскопа. Мы очень много внимания уделяем этому дому, потому что он считается как гороскоп в гороскопе, как миниатюра. И мы можем видеть нашу силу, качество характера, какой у нас есть потенциал, насколько мы его можем реализовать, через что. А седьмой дом находится прямо напротив первого. И седьмой дом у нас отвечает за брак и партнерство. И получается, что первый дом — это я, эго, а седьмой дом, получается, мое альтер-эго. То есть это как наше зеркало, да? Наше альтер-эго — это и есть зеркало. И большинство людей, скажем, так как они находятся на оси друг друга, для того, чтобы мы могли реализоваться как личность, большинству нужно пройти через именно семейный опыт, через эти уроки для того, чтобы вырасти. То есть здесь вот существует такая логика. И именно поэтому семейные, опять же, вопросы, дела, они самые популярные, они самые болезненные. Люди всегда ищут вопросы на эти ответы, всегда ищут помощи со стороны. Вы пишете: «Добрый вечер», что делали разбор у астролога, сказали, что у меня кармический муж. Да, есть показатели, которые в карте определяют, что это кармический муж, действительно. Но и еще, если вот не с точки зрения астрологии, а с точки зрения того, что вот я рассказывала, да, это то, что не просто так мы с вами здесь собрались. Потому что, скажем, случайных залетных товарищей, особенно если вы уже в серьезных отношениях, в длительных отношениях, в браке, то есть вы туда пришли именно из-за этого узнавания, да, на уровне душ, которое вас притянуло и держит вместе. И тоже интересно то, что есть известная книга и фраза, то, что любовь живет 3 года. 3 года она живет у многих, к сожалению, людей, и у автора тоже, потому что именно вот первое время у нас происходит эта самая химия, то есть произошло узнавание на уровне души, выделились в теле на химическом уже процессе какие-то определенные вещества, и пошла вот эта вот вся гормональная история, да, цветочно-букетный период. И этого периода он не может длиться вечно, тоже с ведической точки зрения он происходит именно для того, чтобы этих людей как бы склеить, связать вместе, чтобы они не упали из этого опыта. То есть это все очень продумано, почему это существует. Но невозможно постоянно находиться, скажем, в таких состояниях. Да? Вы не можете постоянно пребывать в эйфории. Этого не может быть. То есть это важно понимать. И когда проходит вот эта самая эйфория, это химия, все немножечко успокаивается, вы это ощущаете уже немножечко. Если живете вместе, да, или уже женились, вы видите, что или отдалились, или как-то уже какая-то холодность. И в общем и здесь как раз это как первый звоночек того, что сейчас начнется опыт, сейчас и начнутся те самые уроки, потому что с чем вы могли сталкиваться первые 3 года, вам еще помогали, скажем, эти самые энергии, это самая химия, их проходить. Дальше уже нужно будет подключать другие ресурсы, тяжелую как бы артиллерию, да, для того, чтобы их пройти. В том плане, что здесь уже нужны будут знания, осознавание, опыты, и мы их получаем именно через саморазвитие, для того, чтобы потом проходить эти уроки в браке. И у большинства людей, вот на моей практике, 80% так точно, если не 90%, в картах есть определенные или повреждения, или видны кармические задачи именно в сфере отношений. То есть видно, что могут быть сложности, и мы рассматриваем, какого они характера. И на консультациях я рассказываю, чему именно учит их этот данный человек,
потому что в картах мы видим характер мужа, да, в карте мужа мы можем видеть карту жены и какие события могут происходить в их семейной жизни. И мы притягиваем партнера тоже из положений, которые есть в нашей натальной карте, потому что планеты — это энергии, и их красивое переплетение в наших картах указывает, какой человек именно нам может помочь пройти тот или иной опыт. И если, как я сказала, это длинный брак, да, или серьезные долгие отношения, тогда мы можем видеть, то есть муж должен быть виден в карте жены и наоборот, зеркальное отражение. И есть определенные, да, техники совместимости, по которым мы это все видим и анализируем. И здесь это совсем не про то, что подходите ли вы друг другу, будете ли вы вместе и так далее. Ведический астролог и философия, мы не говорим про... Не все, да, но я выбираю такую позицию, что я пытаюсь помочь человеку сохранить брак, союз до тех пор, пока это возможно, до тех пор, пока у него есть ресурсы, и помогаю направить для прохождения этого опыта. И я сейчас немножко об этом тоже поговорю. Еще хотела сказать, что в картах существует показатель мужа или жены. Это называется Дара Карака. И в зависимости от того, какая это планета, где она у вас расположена, в каком знаке, в доме, кто ее диспозитор, еще несколько параметров, это указывает, каким именно людям, то есть какие черты характера у них будут проявлены, каким людям нас будет тянуть. И потому что получается, что, видя это в нашей карте, только благодаря этому человеку, который несет в себе эти качества, мы сможем пройти свой собственный опыт. Понимаете, да, этот энергообмен. И, например, вот кратко, да, моя история, у меня Дара Карака Марс. Это планета, которая дает таких очень активных людей, сильной волей, таким ясным мышлением, марсианский. То есть это те, которые берут, делают, инициативные, любят что-то начинать, любят авантюры. И получается, что если Солнце — это царь, то Марс — это главнокомандующий, тот, кто выполняет команды, да, то есть это тот, кто идет и делает. И в моей жизни, вот в моих отношениях, первые и вторые серьезные отношения я выбирала вот именно по этому критерию, скажем, и мой муж тоже, он имеет в себе данные характеристики. Но здесь есть одно «но». Это уровень развития. Существуют 3 энергии или гуны в ведической астрологии, которые каждый человек имеет в себе, и каждая планета тоже несет в себе. То есть в зависимости от нашего уровня сознания, развития, да, мы находимся большую часть времени в определенной гуне, то есть в определенной энергии. И если мы говорим про Марс, в гуне невежества, это тамас, это самая, скажем, низкая по вибрациям, да, энергия. Марс или человек, да, такой, он будет проявлять лень, трусость, агрессию. Это может давать какие-то сексуальные извращения, насилие, жестокость, безжалостность. Такая речь у человека может быть гневливой, грубой, нецензурной. Он может есть очень много мяса, употреблять алкоголь, то есть такие виды продуктов, и не считать, например, да, там, овощи, фрукты едой, допустим. И по профессиям это могут быть какие-то жесткие профессии, это мясники, бои без правил, вот что-то такое. Далее есть следующий уровень, такая серединка, это раджас или гуна страсти. Большинство из нас пребывает именно в этой гуне. Но важно понимать, что все 3 проявлены в каждом, и в зависимости от наших действий, умонастроения, какая-то из них будет превалировать, да? То есть это все корректируется и меняется. В страсти такой человек с марсианским характером, он будет иметь большую физическую активность, силу, может иметь привязанность к различным соревнованиям, занятиям спортом,
азарту, может иметь сильное сексуальное желание. Если еще в карте есть дополнительные, например, указания на это, какое-нибудь взаимодействие с Венерой, так это еще будет сильнее. Может давать сексуальную распущенность, провокацию разного рода, агрессию, может давать немножечко пошлую речь. Также будет предпочтение в еде к мясной пище, к алкоголю. И в плане профессии это те, кто занимаются спортсмены, те, кто много занимаются спортом, военные, полицейские. Это только так кратко. И саттва или гуна благости, это, скажем, мы всегда должны стремиться к этой наиболее высшей энергии по качеству именно в этой гуне. В этом и заключается наше развитие. То есть, имея все эти энергии в себе, мы балансируем, потому что если у нас только будет благость и саттва, тогда у нас не будет энергии для того, чтобы что-то делать. Поэтому нам нужно немножко и раджаса, и тамаса. Но это совершенно уже другие качества, события в жизни. И получается, человек, который находится, марсианин, который находится в гуне благости, он уже будет другой, у него качества характера будут немножечко другие, он ли таким придет, или может к этому сам прийти. Это большая сила воли, практичность, решительность, преданность некой высшей цели. Также это уже даст вместо какого-нибудь сексуального возвращения или распущенности, это даст серьезное отношение к сексуальной энергии, ее трансформация. И это важно, потому что Марс здесь, он и отвечает за энергию сексуальную в том числе. Поэтому я на это немножечко и акценты ставлю. Тоже важно понимать. Такой человек может, например, долгое время обходиться без близости. Опять же, для этого нужны практики, чтобы иметь такое воздержание. Это желание защитить слабых, командный дух, может давать дипломатичную речь. Это вегетарианская диета, то есть уже такой человек, он не будет питаться мясом или пить алкоголь. И профессия — это уже совершенно, скажем, другой касты, другого порядка. Это может давать скульпторов, дизайнеров, инженеров, конструкторов, даже астрологов. И это все к тому, что тогда, например, мои первые отношения, они строились, я находилась в определенных энергиях по Марсу, у себя в карте, в жизни, как я себя проявляла, и привлекала тоже таких же партнеров, которые находятся в этих энергиях. И только через работу над собой, только через саморазвитие мы можем менять тех, кого мы привлекаем, для уже новых опытов, потому что мы меняемся, чем мы являемся, что есть внутри нас, оно уже по энергиям совсем другое, на эту энергию приходит подобное. Подобное тянется к подобному, это именно об этом. Но это не значит, что вы будете одинаковыми, или это будет очень как-то легко, немножко о другом, но это про то, что, работая над собой, вы также прокачиваете того партнера, которого вы привлекаете. На консультациях я об этом много говорю, и очень многие девушки молодые, которые приходят, которые еще не в отношениях, которые не могут как раз-таки завести отношения, у них у всех очень сильный Марс, супер огненный. У многих есть положение, называется куджа-дошей, и, скажем, эта самая сила, они не знают, как ее применить. То есть, они становятся такими лидерами, берут на себя мужские какие-то роли, черты характера. И здесь, чтобы, понимаете, если над собой не работать, тогда представив, что она очень сильная, она очень властная, очень активная, ей нужен мужчина под стать. Она не хочет мужчины, который слабый для нее, в ее понимании. То есть ей нужен кто-то, кто еще сильнее, кто еще активнее, кто много зарабатывает, многого добился и так далее, и так далее. То есть человек, у которого очень сильный Марс. И очень часто это приводит к тому, что если именно с таким положением, если у вас планета партнера Даракарака является Марсом, тогда притягиваются, и вы над собой не работаете, притягивается или очень слабый мужчина, и он получается как в роли жертвы, вы уже в роли тирана, или вы получаете жертвой, и он
как тиран, потому что он настолько вас сильнее, что уже вы не можете справиться с его энергией. И это про то, что важно соблюдать баланс, работая над собой, чтобы эти энергии в вас правильно проявлялись, это будет формировать как ваш характер, так и события, так и привлекать таких же людей и ситуации. Дайте знать, если у вас есть вопросы. Я так много говорю. Если хотите что-то спросить. Мы можем, кстати, ответить на несколько вопросов ваших, которые вы зададите в эфире, потому что, в принципе, я еще хотела поговорить насчет темы разводов и ожиданий. И если хотите еще что-то обсудить, с удовольствием отвечу. Меня спрашивали насчет разводов. И этот вопрос, он не был дальше раскрыт, да, я не понимаю до конца, предполагаю, стоит ли разводиться и является ли развод выходом. И, скажем так, в ведической культуре такого понятия не существует, то есть от слова совсем. И в Индии до сих пор приняты браки по соглашению, да, когда родители выбирают для своего ребенка будущего мужа, жену, и именно с ним он проходит этот самый семейный опыт. Но, опять же, мы видим, что и в современной Индии из-за влияния Запада уже картинка меняется отношение людей, и уходят эти старые коны, да, старые устои, правила. Суть союза, брака — это пройти совместный опыт и размотать эти самые кармические узлы, о которых мы с вами говорили ранее. И получается, что если вы разводитесь с человеком, не проходя опыт совместный, приходит следующий человек, и уроки остаются одними и теми же. То есть вы сейчас сменили актера, да, главного в этом фильме, но сценарий этого фильма остался одним и тем же. И как я и говорила, как ведический астролог, то, что ведическая философия на этом основана, что Джотиш со своей стороны должен приложить максимальные усилия через знания, информацию, да, вдохновение, мотивацию для того, чтобы помочь человеку сохранить этот текущий союз или брак. И вот когда вы будете искренне чувствовать, что вы действительно все с этим человеком проработали, прошли все ваши уроки, тогда вы можете уходить. Пока я не встречала таких людей, семей, которые были бы настолько осознанны, настолько развиты, чтобы они могли прийти к этому уровню. И я вижу, что отношения — это путь, это как фундамент вашего дома. И представьте, вы строите дом вашей мечты. Вы строите его годами, вкладывая в него много энергии, ресурсов, любви, терпения, заботы. И вот когда этот дом построен, неужели вы просто возьмете и уедете из него, не пожив там ни дня? Я думаю, что вам не захочется его взять и оставить. Поэтому я всегда за сохранение семьи. Я понимаю, что есть разные ситуации, и бывают и насилие, жестокое обращение и так далее. И иногда бывает опасным, да, для здоровья и психики оставаться с таким человеком. Но если мы, скажем, так серьезно подойдем к этому вопросу, таких случаев на самом деле очень мало. Большинство разводов, расставаний происходят совершенно по другим причинам. И здесь главная суть, важно понимать, что уйдя, придет такой же, потому что это вы что-то в себе не проработали, это вы не прошли свой опыт, и вам Вселенная, скажем, снова посылает человека, с которым вы можете пройти этот опыт. И это про то, что как этот опыт проходить, да? Это про работу над собой. Существует множество различных направлений, наук,
материалов, сейчас все есть в доступе, любые знания, любой учитель, лекции. Вы можете найти себе наставника, духовного учителя даже по интернету, да, не видя его в жизни. И именно этот путь, как я вижу, как я проживаю и проживала, именно он и дает знания, осознание, энергию, ресурсы для того, чтобы проходить такие опыты. И этот путь нелегкий. Это не значит, что все сразу в один день случится. Нам никто не говорил, что будет легко, никто этого не обещал. Но, как мне буквально на днях рассказывал один человек, то, что вот представь, ты смогла соприкоснуться вот с таким количеством боли. И по логике вещей такое же количество счастья будет у тебя после, да? То есть всегда, как говорится, перед самой темной ночью, перед рассветом, всегда, когда мы проходим какие-нибудь кризисы, трансформации, сложности, вот, уроки, очень это сложно. Но потом всегда приходит вознаграждение за ваше терпение, за ваше сострадание, за то, что вы в этот опыт пошли. Вы не убежали, вы не сказали: нет, там некрасиво, не хочу туда, мне это не нравится, да, то есть вы не из позиции ребенка, а вы пошли туда как взрослый, осознанный человек. Вы понимаете, что мне рано или поздно нужно будет с этим столкнуться, вот, я с этим столкнулась, теперь нужно с этим что-то делать. И если ваша боль, она настолько велика, то, что вы сейчас проживаете, такое же количество счастья, радости будет и потом, когда вы его пройдете. И вот эта самая трансформация, через которую вы идете, эта самая боль, она обладает такой силой, такой энергией, вы себя будете только потом благодарить. Вы это делаете для себя, для своего опыта, не для кого-то. Это снова про то, что мы не половинка чего-то, кого-то. Мы есть полноценные, мы здесь приходим для проживания своих задач. И меня спрашивали еще насчет ожиданий, темы ожиданий. Тоже вопрос до конца не раскрыт. В принципе, я понимаю, что сказать, ожидания порождают разочарование. Это, опять же, да, важно развивать в себе, в своей семье вот те 4 качества по ведической философии, о которой я говорила ранее. Потому что именно через терпение, принятие, постоянную работу над собой, над своими отношениями мы можем избавиться от ожиданий. Потому что такое ожидание? Я хочу. Вот я хочу, чтобы так было, и все. Опять же, позиция ребенка. Важно понимать, что за этим стоит, да? Нужно смотреть в глубину, что за этим сокрыто, а не то, что мы хотим видеть. И здесь смысл в том, чтобы избавиться от тех самых «я хочу» или «я требую», а увидеть тот самый божественный замысел, который есть как и в вас, так и в этом другом человеке. Увидеть смысл, да, осознавание, для чего вы встретились, для чего вы это проходите. И я, в принципе, ответила на все ваши вопросы по данной теме. Если у вас еще есть вопросы, вы хотите сейчас спросить после эфира, напишите. Вы также можете предложить те темы или вопросы, которые вам будут интересно обсудить в следующих эфирах, потому что, как я и говорила, мы будем делать такие недельные рубрики, обсуждая разные сферы нашей жизни. Это и сфера гороскопа, да, как в нашей натальной карте, так и в нашей жизни, чтобы развиваться в разных плоскостях, получать новый опыт, новые знания. И к браку, к отношениям мы будем обязательно еще возвращаться. И есть идея сделать для вас пост, вот рассказать про эти самые положения, про Даракараку, чтобы вы посмотрели, как это у вас в карте, какая планета выступает Даракаракой, и посмотреть, соответствует ли ваш избранный, супруг, суженый этим качествам, в какой гуне, да, в какой энергии он находится, и понимать, что с этим делать, как с этим работать. Поэтому я вас благодарю за ваше время, за ваше внимание. Надеюсь, этот эфир был для вас полезен, и до скорой встречи.